Привет, ребята! Возвращаемся к расследованию убийства Чёрного Питера, и сейчас у нас в планах очередной допрос. В прошлый раз мы выяснили некоторые новые подробности относительно участия во всем этом садовника, поэтому... ну да, его же сперва надо вызвать. Please escort this suspect for interrogation. Поэтому нам следует уточнить у него несколько деталей. Начнем с Woodman's Lee. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Ай, не ври. Не зря же я целый день с твоими сапогами в кармане бегал. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Вообще, звучит разумно. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? За женой ухлёстывал. Ладно, был садовником. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested Как занятно, у него руки сквозь стол проходят. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Ну и что же вы, уважаемые, пытались скрыть? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Опять мне придется ехать в Woodman's Lee. Да, что ж, снова в дорогу. Интересно, а я не скомпрометирую жену убитого? Что подумают соседи, когда какой-то мужик 2 дня подряд только и делает, что катается в гости к безутешной вдове? Вот мы и на месте. Домик с инструментами — это, наверное, то строение на холме, куда я пытался войти. А миссис Керри все тут сидит. Она что, вообще никуда не уходит? Представляю, когда наступит зима, такой диалог. Простите, вы не видели хозяйку дома? Миссис Керри. Вон, видите сугроб? Locked. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. Как она странно держит руку. Похоже, я разгадал тайну. Она, видимо, просто инвалид, ходить не может, а отвезти ее в дом теперь некому. Да, печально. Надо послать сюда Ватсона, пусть спасет старушку. Так. Включим режим поиска улик. Все равно не вижу ничего интересного.
Ну вот, ящик какой-то стоит. Но, по всей видимости, это не то, что нам нужно. А, вот, есть что-то на полу. Шерлок при помощи силы может уже предметы двигать. Тренировка джедая не прошла таки зря. Let us see what is in this box. И очередная мини-игра. Перед нами металлическая сигара, и ее надо как-то круть-круть в разные стороны. Хорошо. Нужно повернуть цилиндр так, чтобы образовался единый рисунок. Нет, это похвально, конечно, что разработчики пытаются как-то разнообразить геймплей. Но почему-то складывается ощущение, что они просто воруют у меня время. Впрочем, этап можно пропустить, так что... И я все-таки не прав. Готово! Черт, а играя в эту игру, я начинаю ощущать себя умным. Какое-то непривычное чувство. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Лайм, мой дорогой, вы так добры. Все это время. Я не могу описать. Но я не могу пойти против Бога, не могу оставить человека, с которым соединил меня Господь. Печально, на самом деле. Никогда не понимал женщин, которые держатся за своих мужей-ублюдков. В такие моменты даже понимаешь феминисток, которые рекомендуют таким женщинам отрастить, наконец, яйца. Ну, в смысле, нет, не буквально, ну, вы поняли. Ладно, поговорим со вдовой еще раз. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Mrs. Carey, we found your Ну, letters. как мы? My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. Что ж, можно отправляться в обратный путь. Теперь мы точно знаем роль Хартли в этом деле. Вдова отказала ему в переходе на следующую базу, так что у садовника есть мотив. Кстати, наверное, мне стоит связать все эти ниточки. Поглядим, что тут у нас. Ага, это неверно. Но если соединить их так, то... то у нас есть мотив. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean?
Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Эх, бедный пес. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Боюсь, что он не покидает своего места так же, как та вдова. Долго же он терпит, наверное. Ни кустика, ни деревца. А мне вот приходится терпеть все эти поездки. Знаете, если мне еще придется когда-нибудь играть в детективный квест, то, надеюсь, этот квест будет основан на книгах про Ниро Вульфа и Арчи Гудвина, где Ниро Вульф сидит все время в своем кабинете, а его помощник Арчи Гудвин бегает по поручениям. И я, черт, буду играть за Ниро Вульфа. That should do it. Now I am ready for the experiment. Гарпун у нас есть. Так что теперь хоть можно посмотреть какое-то новое место. Не самое приятное, правда? Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise, yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Окей, ну, вроде как прицелился. А тут вот так все. Это уже сложнее. Еще с дыханием следить. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Напоминает то, как я шампуры на даче пьяный в дерево кидал. Тоже так же целился. Хорошо, хоть отказались от идеи ставить друг другу яблоки на голову. Опа! Бросок, достойный пигмея. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Есть тут что интересное? Может, что на обед прихвачу? Нет? Тогда уходим. Кстати, может, стоило гарпун забрать, вернуть на место. Я все-таки его украл. Впрочем, Холмса это не заботит. Почему должно меня? Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Патрик Кернс. This man is a Только его harpooner, инициалы and совпадают с his теми, что были initials на are кисете. PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir.
Кстати, я тут подумал, что надо бы наконец навести порядок в голове. Как там говорил Холмс, мозг — это как чердак. Большинство складывает туда всякий хлам, а я же храню лишь нужные мне вещи. Задача — проверить Патрика Кернса. Ну это понятно. Туда скоро и отправлюсь. Записная книжка Неллигана. Требовались усилия. Да, для того, чтобы пригвоздить убитого к стене, нужна была сильная рука. Это верно. Еще и выбирать версию можно. Либо убийц было двое, либо это был один натренированный человек. Так что ли? Ладно, выберем удачный бросок. Можно уже назначить подозреваемого. Обвинить или помиловать. Но я вообще не считаю, что он виновен. Как-то я не совсем согласен с собственными выводами. Здесь что-то изменить? Ну да, это маловероятно. Следовательно, это был тренированный человек. Ладно, потом разберемся. Поговорю с моряком. Может, тогда новый подозреваемый добавится. А для этого мне и самому нужно нарядиться в бывалого морского волка. Так, ищем одежку моряка. Вот она. Прелестно. Шарфик даже под цвет морской волны. Очень стильно. Теперь и гримерным столиком можно пользоваться. Боярский стайл. Французские усики. Во! То, что нужно. Всегда хотел, если стану моряком, носить именно такие шотландские усы с бакенбардами. Признает, куда он денется. Теперь отправляемся в паб. Наконец-то. Опять приходится ехать в кэбе. Хорошо, хоть пробок нет. Не, ну какой же я все-таки красавец. И этот шелковый шарфик мне очень идет. Прекрасно, мы приехали в паб. Наконец, можем окунуться в атмосферу лондонской портовой пивнушки, насладиться местным колоритом, а заодно и найти убийцу. Возможно. Наверное, это он сидит в центре. Он. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Итак, я вызвал его на дуэль по армрестлингу. Что ж, я смотрел изо всех сил со Сталлоне, так что правила знаю. Да и у меня у самого не так плохо получалось раньше, когда я за компом проводил меньше времени. Надо следить за выражением лица моряка. Как только он начинает тужиться, будто пиво уже просится на выход. Только тут еще за выносливостью следить надо. Ох.
Честно говоря, эти движения взад-вперед довольно утомительно. Давай. Опять пропустить можно, но я все-таки хочу показать эту часть. Давай. Я верю в тебя, Шерлок. Ты гарпун метал, ящик доставал телекинезом. Неужели не сможешь одолеть какую-то пьянчугу? Надо было, кстати, тоже себе серьгу какую-нибудь ставить. Пираты раньше носили большие золотые серьги, чтобы, если их убил, за 100 серьги их можно было похоронить. А я все-таки пришел в небезопасный район. Мало ли. На самом деле это не так просто. Выносливость кончается очень быстро. А ведь надо еще подстроиться под промежутки, когда он не атакует. Ну вот, вроде идет дело. Еще чуть-чуть осталось. Драматичный слоумо и победа. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner? Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumours about that one. He was the worst of them all. He was a liar, and violent too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Давай еще по одной, старина. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she had foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I dunno. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights.
Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Найти владельца кисета. И мне нужно подложить его в карман. Класс. Эй, приятель, смотри, там в углу пони. Суйся, суйся. Отлично. Here it is. А, извини, приятель, это обычный таракан. Я просто никогда не видел пони, откуда я мог знать, как они выглядят? Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Что, все-таки пони? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Правильно, свалим, пока не пришлось расплачиваться по счету. И у меня, наверное, добавился подозреваемый. Ага. Кисет доказывает визит или он доказывает вину? Ну, логически, он свидетельствует только о вероятном присутствии на месте убийства. Или же... Все-таки выберу это. Пожалуй. Теперь у меня противоречие. Надо изменить здесь вывод. Не понимаю, а почему не появляется... Сделаю-ка я еще выводы. Мотив Неллигана. Да Нельган тут совсем ни при чем, господи! Дайте мне уже обвинить человека! С российской судебной системой это и то проще сделать, чем в этой игре. Да флирт, она же писала, что ничего не было. Ну? Я выбрал вину. Теперь Нельган появился. Да не хватило бы у него сил даже рома с ним выпить, не говоря уже о том, чтобы гарпун метнуть. Да еще насквозь. Пусть будет сила, хотя это глупо. Тут же про двоих написано. Там написано маловероятно. Или все-таки... Господи, такое ощущение, что игру с китайского переводили. Нет, он жертва обстоятельств. Все, разобрался. Забыл здесь переставить. Все, теперь выдвигаем обвинение.
Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes. How? The tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventral. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Ну вот и все. Первое дело меня в роли Шерлока Холмса завершено. Преступник разоблачен, но отпущен, потому как западло сажать того, с кем ты вместе напивался. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это очень мотивирует меня делать новые видео. Уверен, впереди нас ждет еще много интересного. Увидимся!